Глава 252. Надвигалось одно весьма чрезвычайное событие, из-за которого все демоны призрачного города потеряли покой. Прознав о нем, Селянь тоже удивленно застыл и встревоженно спросил у группы демонов, которые тайно поведали ему о событии, день рождения, именно. Приближался неизвестно какой по счету великий праздник хозяина призрачного города, Хуачена. Застигнутый врасплох Селянь необъяснимо разволновался. «Энно, как вы прежде справляли день рождения Саньлана?» Демоны заголосили, перебивая друг друга. «Очень весело, кря, вообще-то никак, просто устраивали шумную пирушку. Но ведь сам градоначальник не удостаивал нас визитом». На этой фразе Селянь вмешался. Что значит «не удостаивал визитом»? То и значит, что наш почтеннейший градоначальник никогда не справлял день рождения. Да, кря. Ему всегда было безразлично, что мы делаем в этот день, и даже одним глазком не глядел на поднесенные ему подарки, кря. Каждый год мы просто как дурачки веселились сами по себе, кря. Наш почтеннейший градоначальник, как и все люди высокого статуса, забывчив. И, кажется, совершенно не помнит, когда у него день рождения. Селянь, подумав, вдруг принял решение. Если уж раньше Хуачен относился к своему дню рождения без особого интереса, в этот раз нужно непременно придумать, как сделать праздник оригинальнее и интереснее, чтобы для Хуачена этот день был наполнен радостью. А иначе получится, что дни рождения с принцем и без принца ничем не отличаются друг от друга. Во-первых, обязательно нужно приготовить подарок. Селянь погрузился в раздумья, что же подарить, демоны уставились на него в ожидании. «Да, Чжансе, вы раздумываете, что подарить градоначальнику?» «Да». К своему стыду, я не очень уверен, что именно может ему понравиться. Боюсь, если подарю что-то не то. Свин-мясник вздохнул. «Ох, ну что вы зря переживаете. Ведь главное, что это подарок от старшего дя, да Чжанасе, а значит, наш градоначальник точно будет вне себя от радости». «Да. Даже если вы подарите ему клочок бумажки, он наверняка обрадуется. Да Чжансе, разве подарок от вас может сравниться с подарком от кого-то другого?» Селянь неловко усмехнулся и счел подобный подход слишком уж несерьезным, без должной искренности. «Не говорите так, подарок непременно нужно выбрать с душой. У вас есть идеи, что не говори, а Хуачен управлял призрачным городом много лет, и, возможно, его обитатели больше знают о предпочтениях своего градоначальника. А может, после коллективного обсуждения принц еще подумает сам и отыщет действительно подходящий и необычный подарок». Как он и думал, демоны заголосили «Есть! Есть! Есть!». С такими криками к принцу протянулись около дюжины пар куриных лап, свиных копыт и щупалец с разнообразными вариантами подарков. Селяню никогда не приходилось видеть ничего подобного. Окруженный незнакомыми вещами, он подивился в душе. Взяв подвернувшуюся под руку изящную и таинственную бутылочку из зеленого нефрита, он спросил: «А что это?» Демон, поднесший бутылек, ответил: «Приворотное зелье высшего качества. Достаточно нескольких капель, и отравленный гарантированно воспылает неугасимой любовью к отравителю, потеряет весь разум, так что при виде объекта воздыхания будет падать без чувств. Кроме того, снадобье не причиняет вреда здоровью». После неловкого молчания Селянь с серьезным видом ответил: «Благодарю за предложение. Но любовь должна исходить из сердца. Как можно управлять ею при помощи снадобья? Лучше вам впредь не прибегать к подобным методам». Демон в страхе пообещал: «Да, больше не стану. Впрочем, обычно мы и не пользуемся таким». Просто Да Чжансе спросил, что лучше подарить. Селянь, не зная, плакать или смеяться, подумал: «С чего вы решили, что мне может понадобиться приворотное зелье?» Затем с улыбкой ответил: «Полагаю, вашему градоначальнику оно без надобности». Остальные демоны в несколько рук вытолкали того демона прочь и загалдели. Вот именно. Если градоначальник кого-то возжелает, разве ему придется пользоваться зельями? Вот ведь выдумал. Селянь про себя подумал, что это и впрямь так. К примеру, самому принцу не требовалось никаких снадобий. Едва увидев Хуачена, он уже практически терял разум и падал без чувств. Поистине неловко.
Чтобы не позволить смущению вылиться в румянец на лице, принц торопливо взял другую коробочку и, открыв ее, поинтересовался: «А это что такое?» «Жемчужина». «Волшебное лекарство, демон», поднесший коробочку, ответил: «Это пилюля деторождения». Селянь даже не стал спрашивать, для чего эта пилюля, быстро захлопнул коробочку и беспомощно вдохнул: «Да что же вы мне тут принесли? Как можно предлагать в подарок Хуачену нечто настолько непристойное?» В результате, выслушав кучу бредовых идей, Селянь понял, что ничего дельного не добьется. Тогда он велел демонам тайно подготовить празднование дня рождения князя демонов, чтобы сделать Хуачену сюрприз, а сам решил как следует поразмыслить над подарком. Наверное, Селянь слишком озаботился организацией дня рождения, потому что на его лице теперь читались тяжкие раздумья. В этот день принц, помогая Хуачену в занятии каллиграфией, как раз погрузился в размышления, но вдруг услышал рядом голос «ГГ». Селянь наконец пришел в себя и повернулся к нему, что Хуачен, внимательно глядя на него, положил кисть и произнес: «Может быть, мне показалось, но ГГ будто бы чем-то озабочен. Не желаешь поведать Цянь-Лану, что случилось, чтобы я разделил твои тревоги?» Принц испугался, но тут же сделался серьезным и предупредил: «Кисть опускать нельзя. Не думай отлынивать, возьми снова и продолжай». Хуачен рассмеялся, снова взял кисть и со вздохом протянул: «Ты меня поймал». Селянь посчитал, что ему удалось провести Хуачена, и вздохнул с облегчением. Однако тот написал 2 строчки и вновь как бы между прочим сказал: «И все же ГГ в последнее время действительно ведет себя несколько странно». Селянь вновь испугался, однако его лицо осталось по-прежнему невозмутимым. «И в чем же эта странность?» Окинув принца внимательным взглядом, Хуачен улыбнулся: «Ты как будто стал чрезвычайно мне послушен». Селянь тоже с улыбкой сказал: «Но разве я не всегда таким был?» У принца не получалось ничего придумать, и он решил пойти на риск, поэтому сначала наговорил всякой ерунды, а потом, притворяясь, что на самом деле ему безразлично, добавил: «Сань-Лан, позволь задать тебе вопрос». «Хм? Какой вопрос? Тебя не посещает чувство, что чего-то не хватает или, вроде того, не хватает?» «ГГ, о чем ты говоришь?» «Тебе чего-то не хватает?» «Ох, нет, я говорю о тебе». Просто спрашиваю. Бедный Селянь не решался задать вопрос напрямую, к примеру, что тебе нравится, чего бы ты хотел, боясь, что Хуачен что-то заподозрит, вот и пришлось идти обходными путями. Но принц не знал, получится ли у него таким образом выспросить нужное, и потому его сердце беспокойно замерло. «Обо мне?» ГГ полагает, что мне может чего-то не хватать, и то верно. Селянь невольно смутился. «ГГ, почему ты спрашиваешь?» Боясь излишних подозрений, Селянь решил действовать, с силой толкнул Хуачена в грудь. Тот никогда не защищался от принца, и когда со стуком оказался повален на кушетку, округлил глаза, но все же не придал этому особого значения, лишь усмехнулся. «ГГ, что это ты делаешь?» «Так страстно». Ты, не дожидаясь, пока он договорит, Селянь отбросил стыд, накинулся на Хуачена и заткнул ему рот. На сей раз Хуачен позабыл о расспросах, обхватил принца руками, перевернулся, оказавшись сверху, и больше не пытался понять, в чем же именно Селянь ведет себя странно. Раз уж собственными тяжкими раздумьями решить вопрос не удалось, Селяню пришлось обратиться к помощи извне. И первым делом он подумал, разумеется, о своих прежних подчиненных. Трое уселись на корточки в потаенном и безлюдном старом храме, и после воцарившейся неловкой тишины Фэн Синь спросил: «Чего вы на меня уставились?» Двое других по-прежнему продолжали смотреть на него, ни слова не произнося. Что поделать, из них троих только Фэн Синь когда-то был женат на женщине и вообще-то должен понимать, как порадовать близкого человека. Но лицо Фэн Синя от их взглядов потемнело, он ответил: «Не надо на меня смотреть, бесполезно. Я дарил ей только одну вещь. Тот самый золотой пояс. Да еще и пожалованный ему селянем». Му Цин тоже пребывал в невообразимом потрясении от того, что принц притащил его сюда и задал подобный вопрос. Он повел себя поистине учтиво уже хотя бы потому, что смог сдержаться и не закатить глаза.
Желая лишь поскорее решить проблему, Муцин сказал: «Ну вот и славно, пояс — неплохой подарок, давай ты тоже просто подаришь ему пояс». Селянь, уже бессознательно не обращая внимания на его ехидство, посетовал: «У меня давным-давно не осталось ни одного». Он заложил их все. Муцин еще более издевательски добавил: «Сейчас у тебя дела идут отлично, повсюду твои храмы и последователи, покажись кому-нибудь во сне и скажи, что тебе надо. Тебе ли сокрушаться, что не можешь достать хоть один, но тогда не будет смысла?» Возразил принц: «Если даже подарки на день рождения приходится принимать как подношение от последователей». Как-то слишком небрежно, не находишь? Видя, что никакой сарказм селяне не берет, Муцин наконец заговорил нормальным тоном: «Ну почему с тобой столько хлопот? Тогда сделай подарок своими руками». Селянь тут же поддержал: «Хорошая идея. Но я не умею». «Не умеешь, так можно научиться». «Отлично сказано». «У кого мне учиться?» Муцин раздраженно бросил: «Откуда мне знать?» «Найди первого попавшегося». Он осекся, когда заметил, что на сей раз другие двое, не сговариваясь, перевели взгляды на него. Через 4 часа, когда селянь проткнул пальцы иглой уже несколько раз, и только благодаря бинтам ладони не заливала кровью, он, наконец, держал в руках нечто продолговатое, неясной формы и назначения. Муцин просто не мог на это смотреть. «Что это такое, пояс?» — со вздохом ответил селянь. «Я знаю, что это пояс». Я спросил, что это такое вышито на нем. Какой смысл на себе несет этот узор в виде 2 картофелин? Это не картофелины. Ты не видишь? Это 2 рожицы. Чтобы его помощники разглядели получше, принц провел по ткани пальцами. 2 человеческих лица, вот глаза, а здесь рот. Убедившись, что это действительно чьи-то рожицы, Муцин, не веря своим глазам, произнес: «Да кто вообще вышивает на поясе рожицы? Как в этом можно куда-то выйти? Ведь ты одеваешься не настолько безвкусно, как ты мог сотворить нечто подобное». Но селянь не мог ничего поделать. Заставь его починить ветхий домишко, вырыть колодец или возвести стену, в таких делах он мог похвастаться прекрасным мастерством, работу выполнял быстро и на совесть. Однако, похоже, ему от природы не давались подобные, более женские задачи. Стоило ему взяться за нить с иглой или котел с черпаком, все выходило из-под контроля. Принц поглядел на свои руки, замотанные как цзуньцзы. Пусть боли он не чувствовал, но в таком состоянии процесс замедлялся, и принц неизбежно ощутил беспомощность. «Лучше я все-таки поправлю, но как тут исправить?» Как говорится, из дерева уже вырубили лодку, обратно не воротишь. Самое большее, что можно сделать, добавить по краю рожиц лепестки, чтобы те превратились в 2 миленьких несуразных цветка. Фэн Синь и Муцин стояли с видом, словно готовы выколоть себе глаза. На лбу Муцина едва заметно вздулись вены. «Я бы и свинью научил шить, почему же ты такой бестолковый? Постоянно тыкал иголкой в собственные пальцы, когда это ты свиней обучал?» Встрял Фэн Синь. «Вот уж точно наглое бахвальство». Муцин, не церемонись, обратился к селяню: «Ладно, смирись, нет у тебя такого таланта». Ему редко выпадал случай назвать принца бесталанным, и прозвучало это с полной уверенностью, даже с нотками удовольствия. Фэн Синь, не в состоянии больше слушать, вмешался: «Ты не мог бы поменьше болтать? Только что ты ведь ни слова похвалы не сказал его высочеству, а ведь носить одежду и шить ее самому — это совсем не одно и то же. И еще, ведь не все так плохо, по крайней мере, этот пояс можно носить. Ладно, тогда подарим сделанную им штуковину тебе, и если решишься выйти в ней в люди, я охотно признаю, что был неправ». Фэн Синь не успел ничего ответить, когда селянь поспешно забрал свое до смешного уродливое творение и проговорил, что это никуда не годится. «Лучше я все же оставлю его себе, такой просто рука не поднимется преподнести в дар». Фэн Синь и Муцин ничем не смогли помочь, и селянь решил попросить совета кое у кого другого. «Подарок. Ваше Высочество, вы обратились прямо по адресу. В прошлом, какие только редчайшие драгоценности не дарили мне, они сидели на корточках на обочине дороги,
И Ши Цинцюань с распущенными волосами преисполнился такого воодушевления, что из его уст будто изливалась бесконечная река. Сразу видно, что по части подарков он лицо сведущее. Селянь с еще большей учтивостью попросил передать ему эту мудрость, а Ши Цинцюань совершенно уверенно произнес: «Бесхозные сокровища, конечно, на свете есть, но чтобы добыть их, наверняка потребуется потратить немало сил». «Не страшно», — ответил Селянь. «Это как раз то, что мне нужно. Чем больше сил потребуется потратить, тем ценнее станет подарок, ведь тогда он будет нести на себе больше сердечных чувств. Лучше добыть сокровище, которое достать труднее всего, которое никому не удалось заполучить. Так, если принц преподнесет его Хуачену, оно обретет для него по-настоящему особенный смысл». Стоило принцу только представить, как Хуачен чуть приподнимет брови и улыбнется уголком губ, и его сердце наполнялось неудержимым радостным ожиданием, нетерпением и решимостью. Поразмыслив, Ши Цинцюань воскликнул: «Сосуд звездного неба! Ваше Высочество, должно быть, слышали о нем. Это истинное сокровище. Если поставить его ночью под открытым небом, так, чтобы звезды и луна отразились в вине, которым наполнен сосуд, он впитает в себя лучшую духовную ци небесных светил. Это не только изящество в чистом виде, но еще и огромная помощь в самосовершенствовании». Однако, чем дальше слушал Селянь, тем тяжелее становилось недоброе предчувствие в его душе. Он торопливо перебил: «Постойте. В чем дело, Цинцюань? Ты говоришь о вот таком маленьком сосуде из черного нефрита». Принц изобразил руками размер. «В нефрит еще инкрустированы мелкие звездочки, Откуда вы знаете, Ваше Высочество?» «Вам доводилось его видеть?» — Селянь промолчал. «Не только видеть. В прошлом месяце принцу захотелось выпить воды, однако он забыл, что поранил руку, и потому по неосторожности не удержал и разбил вдребезги точно такой же сосуд. Тогда Хуачен сразу подошел узнать, откуда на руке принца рана, ну а принцу стало жалко красивый необычный сосуд, и он поинтересовался, нельзя ли его починить. На что Хуачен ответил, что это всего лишь безделушка, даже не взглянул на него и велел слугам убрать осколки, а потом повел Селяня лечить рану. Вспомнив об этом теперь, Селянь поразился, неужели он разбил тот самый сосуд звездного неба, редчайшее сокровище, о котором говорит Ши Цинцюань. Половина сердца Селяня похолодела, через какое-то время он сказал: «Наверное, это не слишком подходящий подарок. Предложи что-нибудь другое». Ши Цинцюань не понял, чем принца не устроил такой вариант, но почесал затылок, поразмыслил и добавил: «Ну тогда еще кое-что, кисть 8 сторон света. Поразительный артефакт, она сделана из шерсти с кончика волшебного хвоста древнего оборотня, а также из верхнего ростка нефритового бамбука, поэтому, когда ее не пишут иероглифы, на кисти вырастают бамбуковые листья из бирюзового нефрита, верно? Ваше Высочество, откуда вам и это известно? Ее вам тоже доводилось видеть, да как же не доводилось? Ведь именно этой кистью Хуачен ежедневно упражняется в каллиграфии. К тому же, написав уродливые иероглифы, он сразу винит в этом плохую кисть, то и дело швыряет ее на пол, а иногда может запнуть куда-нибудь. Селяню частенько приходится искать, куда же улетела бедная кисть, затем хорошенько ее вытирать и убирать на место. Это, помолчав, сказал Селянь, наверное, тоже не самый лучший подарок. Давай все-таки подумаем еще. Ши Цинцюань назвал еще несколько вариантов, но принц обнаружил одну вещь. Все то, что другие люди называют редчайшими сокровищами, ему уже очень знакомо, и к тому же судьба этих вещей незавидна. То это окажется табуретка, на которую Хуачен кладет ноги, то коврик, который он постелил на пол. И если он не взял это просто ради забавы, то уже куда-нибудь забросил, и если подумать, ничего странного в этом нет. Разве еще осталось на свете сокровище, которое Хуачен не видел и которое не может достать? Поэтому, что касается подарка на день рождения князю демонов, в этом направлении размышлять бесполезно, ничего не придумаешь. Когда болезнь серьезна, любой врач сойдет, и Селянь обошел практически всех знакомых, к кому можно обратиться. Вот только Цуань Ичжэнь умел только пихать золотые слитки,
а Хуачен не страдал от недостатка денег. Пэймин умел дарить подарки только женскому полу и на вопрос, что подарить мужчине, ничего серьезного предложить не мог. Что касается Лин Вэнь, она заручилась поддержкой нескольких небесных чиновников высшего ранга, да к тому же чертоги верхних небес просто не могли без нее обойтись, потому ее не заключили в темницу. Однако чиновницу уже не было видно из-под свитков, которыми ее закидали, так что она уже почти ничего не понимала и могла только проверять документы. Уж лучше бы ее оставили в темнице, посидеть в тишине и покое. Селянь ни от кого не дождался помощи и по-прежнему не знал, что подарить Хуачену, а до праздника осталось только 2 дня. Он целую ночь не смыкал глаз в раздумьях, так что глаза заполнились кровавыми прожилками, но вот, наконец, перед самым рассветом у него возникла идея. Стоило ему подумать об этом, и принц тихонько поднялся с постели, затем глянул на спокойно спящего рядом Хуачена. Черные, словно вороново крыло, волосы, такие же черные и блестящие ресницы, плотно сомкнутые веки, по которым и не скажешь, что одного глаза уже нет. При взгляде на прекрасное лицо спящего, природная угроза и опасность ощущались уже не так отчетливо, сейчас Хуачен казался безгранично нежным и ласковым. Сердце селяня дрогнуло, он не удержался, протянул руку и осторожно поднес к лицу Хуачена, но в последний момент испугался его разбудить и не коснулся кожи. Однако спуститься с кушетки принцу так и не удалось, его схватили за талию и притянули обратно. За спиной раздался сонный голос: «ГГ, зачем ты поднялся так рано?» Хуачен все-таки проснулся, он говорил очень тихо, с хрипотцой, словно еще не до конца пробудился. Селянь, который не ожидал, что его поймают, с трудом скрыл испуг и спокойно ответил: «Ах, до меня донеслась молитва». Хуачен прижался и оставил поцелуй возле уха принца. Еще не рассвело, кому взбрело в голову в такую рань бежать в храм и молиться. Жить надоело, принцу было что скрывать, и, наверное, поэтому от слов демона его лицо обдало жаром. «Эту молитву я не сейчас получил, просто раньше отложил на потом», принц говорил и решил, что в таком положении говорить нормально слишком затруднительно, поэтому снова попытался встать, но Хуачен сел вместе с ним, обнял сзади за шею, устроив голову на его плече, и сказал: «Ну, раз ты отложил молитву до этого дня, почему бы не подождать еще? ГГ вчера так утомился, лучше отдохни еще немного». Селянь старательно противостоял его обвивающим рукам и соблазняющему голосу, но получалось с трудом. «Я и так уже слишком долго откладывал, больше ждать нельзя, а...» «Тогда мне пойти с тобой не нужно», — торопливо ответил принц. «Это не займет много времени, я сразу же вернусь, а ты пока отдыхай, точно не нужно. «Тебе нельзя со мной, ни в коем случае нельзя», — Хуачен чуть округлил глаза. Почему Селянь поперхнулся, но сразу же резко повернулся к нему, схватил Хуачена за плечи и, глядя прямо в глаза, серьезно произнес: «Тебе нужно упражняться в каллиграфии». Хуачен невинно посмотрел на него, хлопая глазами. А Селянь, отбросив угрызение совести, добавил: «Сегодня ты должен целый день провести за каллиграфией в храме». «Я проверю, когда вернусь». Хуачен принял еще более невинный вид и наклонил голову набок, но все же послушно согласился, а Селянь же, которому с огромным трудом удалось наконец его уговорить, в попыхах скатился с постели. Хуачен, полуоперевшись на столик, прищурился и посмотрел вслед в спешке убегающему принцу, потом усмехнулся, закинул руки за голову и снова улегся. Сперва Селянь наведался в безлюдную местность, взял то, что ему нужно, затем отправился на гору Тунлу. Там в чаще леса стоял маленький домик. Войдя внутрь, принц увидел за столом советника, который весьма сосредоточенно играл в карты с 3 пустыми сосудами. Селянь, не говоря ни слова, развернулся уйти, но советник, только увидев его, блеснул глазами и выкрикнул: «Стой!». Селянь знал, что советник во время игры в карты мог велеть ему вернуться лишь по одной причине. Так и вышло, в следующий миг тот перевернул столик с картами и воскликнул: «Довольно, я занят и должен идти. Наследный принц, вернись».
Зачем пришел? Обернувшись, Селянь увидел безвольно повалившиеся на пол пустые сосуды и прекрасно понял, что советник явно проигрывал эту партию. «Вообще-то у меня не такое уж неотложное дело», — соврал принц. Но советник тут же возразил: «Нет, нет, по твоему серьезному лицу я вижу, что случилось нечто невероятно важное. Карты подождут, наставник сначала должен помочь тебе». Но стоило селяню поведать о цели своего визита, лицо советника переменилось. Они сидели на простенькой длинной лавке, и принц прекрасно расслышал, что советник упрекнул его: вот уж точно случилось нечто невероятно важное. Всего-то день рождения, а ты думал над этим так долго. Да еще оббежал весь свет, чтобы лично добыть вот это. Селянь знал, что не сможет объяснить другим свои мотивы, а если сможет, его все равно не поймут. Не обращая на упреки внимания, он до покраснения растер точку между бровей и сказал: «Я ведь уже отыскал нужный материал, просто уже не помню, как изготовить тот замок долголетия времен Синьле, что я носил в детстве. Прошу, советник, помогите. Вам не придется ничего делать, я сам все исполню». Но советник, похоже, никак не унимался: «Тебе вовсе не стоило готовить подарок. Ты уже сам себя подарил, какие еще подарки ему нужны?» Хотел ли советник этим сказать, что ты и есть самый лучший подарок? Селянь не мог принять подобное суждение, даже в мыслях не мог, поэтому хлопнул себя ладонью по лбу и подумал: я ведь не настолько самовлюбленный. Советник видел, что принц то и дело качает головой, протестуя из глубины души, и добавил: это ведь просто никуда не годится. Ты же единственный на всем белом свете небожитель, вознесшийся трижды. Бог войны в короне из цветов. Наследный принц Синьле. Уже в 17 лет имел наглость перед всем народом Поднебесной заявить, что желает помогать людям, попавшим в беду. В 18 лет Селянь поспешно перебил: советник. Прекратите. Советник. Не продолжайте. Не продолжайте, как можно гордиться подобным темным прошлым? Советник взглянул на принца со сложной палитрой эмоций на лице, словно был ужасно разочарован, что из его ученика не вышел толк. «Ваше Высочество, вам ведь и правда не стоит ставить себя на столь низкую ступень». «Я вовсе не ставлю себя на низкую ступень. Просто, когда дело касается любимого человека, разумеется, хочется дать ему самое лучшее, что есть на свете». При этом селяню все же иногда казалось, что сам он недостаточно хорош. Глядя на принца, советник вздохнул, спрятал руки в рукава, поразмыслил немного и произнес: «Замок долголетия, верно?» «Подожди, мне надо подумать». Это было так давно, что я и сам не решусь утверждать, что помню все тонкости ремесла и обряда освящения. «Не страшно», — ответил селянь. «Если вы так и не вспомните, я сделаю его по памяти». Уверен, искренняя вера творит чудеса. Помолчав, советник глянул на него и сказал: «Не желаешь спросить его?» Он не назвал имени, но селянь понял, о ком говорит советник. Цзюнь-У был заточен в глубине подземелий горы Тунлу. Спустя долгое молчание селянь все же отрицательно покачал головой. Селянь провел на горе Тунлу почти целый день, после чего возвратился в призрачный город. Тем временем день рождения Хуачена уже должен был вот-вот наступить, осталось всего несколько часов. Обитатели призрачного города договорились с принцем, что будут притворяться, словно ничего не происходит, а сами незаметно подготовят город к празднику. Селянь проскользнул в какую-то маленькую лавку, а вскоре его окружила толпа демонов, которые наперебой заголосили: «Ну как?» «Ну как?» Селяню подумалось, что они выглядят прямо как заговорщики, и спросил: «Что с вашим градоначальником?» «Он что-нибудь заподозрил?» «Нет, нет», — заверили демоны. Градоначальник сегодня весь день провел в храме 1000 фонарей. Селянь немного удивился: весь день, ага. И кажется, у градоначальника сегодня прекрасное настроение. «Старший, Дачжан Се, вы приготовили подарок на день рождения градоначальнику». Селянь наконец успокоился, потрогал лежащий в рукаве серебряный замок долголетия, изготовленный с огромным трудом, слегка улыбнулся и ответил: «Приготовил».
Демоны возрадовались, затем вместе с принцем еще раз обсудили завтрашнее празднование, и Селянь вернулся в храм Тысячи Фонарей. Едва оказавшись там, он с удивлением обнаружил Хуачена за каллиграфией. Поразительно, но принцу не пришлось заставлять демона, который по своей воле отправился тренироваться в написании иероглифов, вот уж поистине редкий случай. По всей видимости, тот и впрямь пребывал в прекрасном настроении. Увидев, какие кривые и убогие иероглифы выходят из-под несчастной драгоценной кисти 8 сторон света, Селянь почему-то захотел рассмеяться и покачал головой. Хуачен услышал шаги принца, прекратил, наконец, мучить кисть и с улыбкой произнес: «ГГ, ты вернулся. Как раз кстати. Взгляни на мои сегодняшние успехи». Селянь тоже заулыбался, ответил «хорошо» и почти сделал шаг, но неожиданно именно в тот момент выражение его лица застыло, нога замерла, а брови напряглись. Хуачен мгновенно почувствовал неладное и в следующий же миг оказался подле принца. «Что с тобой?» Тот сразу придал лицу нормальный вид. «Все в порядке». Но принц был не в порядке. Только что, мгновение назад, его сердце едва заметно кольнуло. Хуачен не позволил себя дурачить и сразу взял запястье принца, чтобы прощупать пульс. «Где ты был?» «Снова поранился?» «Нет». Принц сказал правду, он действительно не был ранен, просто несколько дней провел в хлопотах, которые закончились вполне успешно, ничего опасного принц не встретил. Хуачен несколько мгновений молчал, но ничего подозрительного не ощутил и отпустил руку Селяня. Тот сам запустил по телу поток ци, но тоже ничего не заметил и про себя решил, что ему всего лишь показалось, поэтому улыбнулся, наверное, просто потянул сухожилие. «Ну ладно, давай посмотрим, как сегодня твои успехи». Хуачен наконец улыбнулся и повел его за руку. «Идем». Принц еще ничего не ответил, а его сердце вдруг снова заболело. Ему точно не могло показаться. Селянь весьма отчетливо ощутил боль, и если в первый раз она походила на укол иглой, то во второй уже оказалась сродни царапине острым ногтем. И если бы Хуачен в тот момент не отвернулся, в этот раз Селяню точно не удалось бы одурачить его фразой «все в порядке». Но момент был крайне неподходящий, принц пока что не хотел тревожить Хуачена. Спустя некоторое время, проведенное вместе с Хуаченом, Селянь под благовидным предлогом вышел, чтобы еще раз внимательно себя осмотреть. Но когда принц отнял пальцы от пульса, его лицо сделалось серьезным. Результат по-прежнему не вызывал подозрений, в противном случае Хуачен только что почувствовал бы неладное. Но почему у него вдруг без веской на то причины заболело сердце? Поразмыслив, Селянь предположил, что в его тело проникла нечистая сила, либо он подвергся действию какого-то необычного яда. Впрочем, принц не стал впадать в панику, по крайней мере, не сейчас. Еще немного, и наступит день рождения Хуачена, и если в такой момент что-то случится, тот наверняка не захочет ничего отмечать, а вместо этого займется лечением принца. Селянь привык терпеть боль, и ему не то чтобы не приходилось переживать подобные злоключения. Не придав значения случившемуся, он решил для начала отложить решение проблемы на день, а потом уж тихонечко разобраться с ней самому. Вечером, когда назначенный час был близок, Селянь вернулся в храм Тысячи Фонарей. Хуачен все еще находился там и со скучающим, но с виду серьезным лицом занимался мазнёй по бумаге, пополняя гору исписанных листов. Селяню невольно захотелось улыбнуться, но улыбка так и не показалась на его лице, сердце снова охватило болью. Он попробовал нажать на акупунктурную точку на груди, но это не возымело действия, и принц подумал, похоже, с этой напастью не так просто справиться. «Потерплю еще немного». Легко вздохнув, принц подошел и мягко позвал: «Сань Лан. Есть одно дело, в котором, боюсь, мне потребуется твоя небольшая помощь». Хуачен положил кисть. «Какая помощь? Закрой, пожалуйста, глаза». Хуачен поднял бровь, но без лишних слов подчинился. Селянь взял его за руки и с улыбкой сказал: «Идем со мной». Они словно вернулись на гору Ицюнь, только теперь поменялись ролями. Хуачен усмехнулся: «Хорошо, Селянь,
ведя его за руки, медленно дошел до выхода из храма. Осторожно, порог. Хуачен бродил по храму тысячи фонарей неизвестно сколько раз, и, разумеется, ему не требовались напоминания, где и как ступать, но все же он поднял ногу только тогда, когда принц напомнил об этом. Серебряные цепочки на сапоге мягко звякнули, и двое одновременно вышли из храма, после чего оказались на длинной улице. Спустя еще какое-то время пути Селянь остановился. «Ну все, открывай глаза». И Хуачен повиновался. В то мгновение его черный глаз сверкнул, словно загорелся яркий фонарик. Длинная улица, украшенная фонарями и флагами, сейчас выглядела оживленнее и наряднее обычного, словно каждый ее обитатель приложил к этому усилие. Выцветшие и порванные вывески заменили на новые, края изогнутых крыш сверкали огнями, все будто преобразилось. В какой-то момент их окружила толпа демонов, и если только что они не решались даже дышать слишком громко, стоило Хуачену открыть глаза, все принялись изо всех сил шуметь и наперебой кричать: «С днем рождения, градоначальник!» А кто-то даже невпопад орал: «Столетнего вам мира и согласия, и желаем поскорее обзавестись драгоценным отпрыском». Сделалось невыносимо шумно. Узрев такой безобразный результат, Селянь хлопнул себя ладонью по лбу. Они ведь так долго репетировали, даже с трудом получалось кричать слаженные поздравления, но почему же сейчас все выкрикивали, что попало? Хуачен остался невозмутим, как будто происходящее совсем его не тронуло, только поднял брови и сказал: «Что вы устроили? Таким шумом убивать можно». Позабывшие обо всем, что репетировали, демоны к тому же отбросили и совесть. Ну и пусть. Все равно здесь все давно мертвы. Хуачен прыснул со смеху, повернулся и увидел за собой принца, который стоял, спрятав руки за спину. «Сань Лан, я слышал, сегодня твой день рождения». Демон, словно ожидал этого вопроса уже давно, сложил руки на груди, наклонил голову и, посмеиваясь, ответил: «ГМ». Ага. Селянь тихонько кашлянул, потом вдруг подпрыгнул и быстрым движением надел на шею Хуачена тот самый замок долголетия. «Это я сделал на скорую руку. Надеюсь, ты не откажешься от подарка». На искусно сделанном замке были выгравированы такие же цветы, кленовые листья, бабочки и дикие звери, как на серебряных наручах Хуачена, а кроме того, от него исходила мощная волна магической силы, так что с первого взгляда становилось ясно — это необычная вещица. Демоны заголосили непревзойденно. «Как это прекрасно! Что за драгоценность? Ах! Только градоначальник достоин носить такое сокровище. И только такие сокровища достойны того, чтобы их носил градоначальник». Их похвала звучала настолько преувеличенно, что Селянь не знал, как на это реагировать, и разволновался еще сильнее. Он подумал, стоит ли спросить Хуачена, нравится ли ему подарок, а тот стоял, ни слова не произнося, только его глаз горел ярче яркого, а на губах играла улыбка. Спустя мгновение Хуачен взял в руки серебряный замок, словно собираясь что-то сказать, но тут произошло непредвиденное. Ноги Селяня подкосились, и он упал на колени. Такого не ожидал никто. По толпе веселящихся и хохочущих демонов прокатились потрясенные вздохи. Улыбка Хуачена вмиг исчезла, он немедленно подхватил принца. «ГГ. Что с тобой?» Побледневший Селянь с трудом улыбнулся. Ничего, но договорить не успел, его горло сдавило от недостатка воздуха. Вот беда, опять начинается, та странная сердечная боль вновь вернулась, и в этот раз оказалась как никогда прежде сильной, словно сердце Селяня разрывалось изнутри. В душе принц воскликнул: «Плохо дело», ведь он не ожидал столь внезапного напора, да к тому же каждая следующая волна была мощнее предыдущей, и, как назло, боль накатила на него именно в такой момент. Он еще мог сохранять самообладание, но напасть никуда не делась, будто кто-то, замахиваясь колышком из персикового дерева, раз за разом вбивал этот гвоздь ему в сердце. От боли стало трудно дышать, принц даже головы поднять не мог, по его лбу потекли струйки холодного пота. Хуачен окончательно переменился в лице. «Ваше Высочество!» Он схватил запястье принца, но так и не обнаружил причины болезни. «Ваше Высочество!»
Где ты был вчера?» Кругом стояли панические крики пришедших в смятение демонов. Селянь открыл рот, но словно что-то вонзилось ему в горло, не давая вымолвить ни слова. Даже плечи Хуачена, которыми он заключил принца в объятия, задрожали. Глядя, как привычно прекрасное и в любых обстоятельствах невозмутимое лицо Хуачена окрасилось волнением на грани сумасшествия, Селянь почувствовал, будто ему в сердце пришелся удар тяжелого молота, и, наконец, не выдержал, потерял сознание. И перед тем, как он лишился чувств, в его голове повторялась лишь одна фраза «Прости». Ведь сегодня день рождения Хуачена. Неизвестно, сколько прошло времени, когда Селянь рывком очнулся и еще не успел отдышаться, когда словно сквозь туман увидел над собой потолок и растерянно подумал: это храм тысячи фонарей. Что со мной? Я уснул. Он все еще медленно приходил в себя, когда чья-то рука помогла ему приподняться, а совсем рядом раздался голос Хуачена: «Ваше Высочество». Селянь поднял голову и действительно увидел лицо Хуачена, облик которого буквально горел волнением. Принц застыл и хотел было что-то сказать, но сердце вновь сковало резкой болью. На сей раз он пробудился окончательно, в тот же миг согнулся пополам и едва не вонзился ногтями в кожу на груди, сжав с такой силой, будто собирался вырвать собственное сердце. Хуачен немедля схватил его за руку. «Ваше Высочество», промедли он хоть мгновение, и на груди Селяня остались бы 5 кровавых царапин. Тем временем рядом послышался другой голос: «Мне кажется, с ним что-то не так. Сперва отпусти его, оказывается, Му Цин тоже был здесь. Если я отпущу его, а он поранит себя, что тогда?» Возразил Хуачен. Тут же раздался голос Фэн Синя: «Я помогу тебе его держать. Если как можно скорее не разобраться в случившемся, мы не сможем снять его боль». Селянь, по-прежнему скрюченный, почувствовал, как другая рука схватила его запястье. Послушав небожителей, Хуачен на миг застыл, но потом все же отпустил принца, как и было предложено. И вот что странно, стоило ему отнять руку от Селяня, и боль в самом деле значительно спала. По крайней мере, Селянь наконец смог пошевелиться. Он перевернулся и увидел возле постели Фэн Синя и Му Цина, которых, должно быть, вызвали для выяснения обстоятельств. Но Хуачен стоял неподалеку и неотрывно смотрел на него. От этого взгляда едва отступившая боль вновь победно вернулась. Му Цин заметил, как переменилось лицо принца, и обратился к Хуачену: «Встань подальше. Кажется, стоит ему оказаться рядом с тобой или увидеть тебя, и ему делается больно». Хуачен остолбенел, выражение его лица сделалось таким пугающим, что не передать словами. Однако он мгновенно покинул комнату. А стоило ему исчезнуть из поля зрения Селяня, боль в груди принца в самом деле резко прекратилась. Эти муки, когда боль то усиливалась, то стихала, едва не довели принца до сумасшествия. Он отдышался и с трудом выговорил, что, в конце концов, происходит. Му Цин и Фэн Синь все же решили вместе крепко держать принца, чтобы тот не вскочил сгоряча и не побежал к Хуачену. «Что происходит?» — повторил за принцем Му Цин. «Это тебя надо спросить. Что с тобой? Наверняка нарвался на какую-нибудь нечисть, да разве я мог сам не знать, что нарвался на какую-нибудь нечисть, да и Хуачен тоже осматривал его. Тогда, может быть, ты недавно наведался в какое-то необычное место. Недавно я наведывался только на гору Тунлу и на могилу советника». «Что?» — нахмурился Му Цин. «На могилу советника». «Какую еще могилу советника?» Однако Хуачен, который стоял за пределами комнаты, понял без пояснений. На могилу советника Фан Синя. Селянь позвал: «Сань Лан, лучше все же зайди сюда». Но тот мрачным голосом отозвался снаружи: «ГГ, оставайся здесь и отдыхай, а я отправлюсь туда и все разузнаю. Я с тобой». Но стоило принцу подняться, и боль снова уложила его обратно. От Хуачена больше не донеслось ни звука, похоже, он уже ушел. Селянь хотел было снова подняться, насколько это было в его силах, но Му Цин предостерег: «Лучше тебе поменьше шевелиться, ты и шаг сделать не сможешь». Селянь, которого в 4 руки держали 2 небожителей, все еще пытался сопротивляться,
Мне ведь уже приходилось терпеть боль, поболит, и привыкну. Он ведь не мог из-за какой-то боли не видеться с Хуаченом, ты готов сносить боль, а вот твой Сань Лан явно против. Селянь замер, потом вспомнил лицо Хуачена, увиденное им перед потерей сознания, затем подумал о том, с каким выражением Хуачен осознал, что принцу больно, только когда он подходит ближе. Дыхание вдруг оборвалось, сердце охватила резкая раздирающая мука, лицо сделалось мертвенно-бледным. Му Цин и Фэн Синь не сводили с него глаз, и последний озадаченно спросил, разве собиратель цветов под кровавым дождем не ушел? Почему ему до сих пор больно? Му Цин же оказался весьма проницательным. Ты ведь только что не думал ни о чем, кроме него, верно? Селянь, стиснув зубы, стерпел очередной долгий приступ боли, после чего наконец смог выговорить. И что же, неужели? Даже думать нельзя, не думай. Похоже, чем дальше, тем хуже тебе становится, тем сильнее боль. Я налью тебе стакан воды. У селяня не осталось сил даже на то, чтобы покачать головой и сказать «не стоит». Му Цин поднялся и пошел за водой, а принц постарался выровнять душевное состояние. Но чем спокойнее он становился, тем сильнее волновался. Неизвестно еще, какая тварь к нему прицепилась, ни один из них не выяснил причину внезапной болезни, а теперь Хуачен отправился на поиски один. Селянь никак не мог успокоиться по-настоящему. Тем временем вернулся Му Цин с белоснежной и изящной чайной пиалой, при виде которой селянь вспомнил, что Хуачен только вчера вечером пил из нее. С лица принца вновь сошли все краски, он молча лег на постель. Му Цин сразу понял, что мысли принца опять улетели к тому самому, поэтому он так и не поднес чай, только с потемневшим лицом сказал: «И почему ты постоянно думаешь о нем? Жизнь не дорога». Да разве мне под силу это контролировать, если бы можно было так просто перестать думать о ком-то, многие горести и невзгоды мира людей попросту исчезли бы. Мне думается, легче просто вырубить его, раз не может удержать собственные мысли. Однако Фэн Синь, будучи в прошлом личным помощником принца, ни при каких обстоятельствах не мог его ударить. Разумеется, он также не позволил бы никому другому совершить подобное на его глазах, и тут же возразил: «Так нельзя. Лучше тебе все-таки побольше говорить с ним, чтобы отвлечь внимание, так он не будет постоянно возвращаться мыслями к собирателю цветов под кровавым дождем». Да о чем я могу с ним поговорить? Он ведь в любом разговоре найдет повод вспомнить о собирателе цветов под кровавым дождем. Пусть просто валяется без сознания, в любом случае, бить его нельзя. Давай так, сыграем в цепочку слов, тут он точно не сможет подумать ни о чем другом, верно? Ручаюсь, у него просто не останется времени. Я начну. Живите долго, как южные горы. Фэн Синь до отвращения ненавидел эту игру и пересилил себя, чтобы ее начать, даже зубы стиснул, говоря первую фразу. Му Цин испытывал чувства ничуть не лучше и с огромным нежеланием, но все же продолжил: горы бесплодны, реки коварны. Селяню ничего не оставалось, как собрать последние силы и добавить: коварный пурпурный присвоил яркость киноваре, но тут же принца снова скрючило от боли. Му Цин, не веря своим глазам, воскликнул: «Как ты даже тут умудрился о нем подумать? Ведь совсем никакой связи». Селянь подумал: как же никакой связи? Киноварь, киноварный цвет, киноварные одежды, красные одежды. А стоит вспомнить о красных одеждах, как тут не подумать о Хуачене. Таких мучений принц больше вынести не мог. Он что было сил вырвался из рук двоих небожителей, державших его, и с громким «бум» скатился с кушетки. Фэн Синь и Му Цин прекрасно знали, что селянь обладает недюжинной взрывной мощью, и даже оставили себе немного сил с запасом, чтобы в случае чего удержать его, однако им это все же не удалось. Стоило селяню вырваться, они бросились было за ним, но тот одним ударом уложил обоих. Му Цин, подняв голову, как раз застал момент, когда принц выбежал за порог. Небожитель крикнул вслед: «Куда ты?» Не убегай, но селянь, который уже достиг своей предельной скорости, вынул из рукава две игральные кости, со стуком выбросил и, пошатываясь, ворвался в ближайшую дверь. Хуачен говорил, что если селянь захочет увидеться с ним,
он всегда сможет это сделать, и неважно, какое число выпадет на костях. Бросившись за дверь, принц не знал, куда его приведут кости, но буквально свалившись в дверной проем, он действительно оказался в знакомых объятиях. Над его головой прозвучал чуть изумленный голос Хуачена. «Ваше Высочество!» Селянь поспешно обнял его, боясь, что тот опять исчезнет из виду, и воскликнул: «Сань Лан! Не ходи один, я пойду с тобой». Хуачен, кажется, тоже хотел обнять принца, но его руки застыли в воздухе. Он сделал над собой усилие и мрачно ответил: «Ваше Высочество, вернись, тебе будет очень больно». Во всех 3 мирах не было никого, кто не дрожал от страха при одном упоминании непревзойденного князя демонов, собирателя цветов под кровавым дождем. Но сам он сейчас, похоже, не представлял, что ему делать с принцем. Не обнять, не оттолкнуть его он не мог. Обнимет — причинит боль. Оттолкнет — причинит еще больше боли. Селянь, стиснув зубы, прижался к нему сильнее, голос принца задрожал. «Ну и пусть будет больно. Ваше Высочество, ведь чем умереть от боли, сидя в другом месте и думая о Хуачене, лучше умереть от боли», крепко обнимая Хуачена. И чем больнее становилось принцу, тем сильнее он прижимался к демону. Лоб селяня покрылся мелкой испариной, он прерывисто проговорил: «Подожди немного, совсем чуть-чуть, мне скоро станет лучше, скоро я привыкну. Я могу стерпеть боль. Пока ты рядом, я еще способен терпеть. Но если ты уйдешь, тогда уж точно, боль станет нестерпимой». Хуачен весь застыл от этих слов принца, и только через какое-то время прошептал: «Ваше Высочество». Это было похоже на выдох боли, словно он испытывал еще большие мучения, чем селянь. Принц сильнее прижался к Хуачену, ожидая, пока эта невыносимая боль стихнет. Он как раз старался выровнять дыхание, когда неожиданно позади него раздался голос: «Ты выковал это из своей маски». У селяня все плыло перед глазами, поэтому он заметил только сейчас, что они находятся на заброшенной могиле. Это мрачное место он сам посещал только день назад. Могила советника. Ну а за ними стоял еще кое-кто, высокий и стройный. Это был Лан Цинцу. Принц прибежал сюда в полубреду и, конечно, не заметил присутствия кого-то третьего. Но даже теперь это не заставило его смутиться, принцу просто было не до того. Тем временем подоспели Фэн Синь и Му Цин. Последний так злился на принца за удар, из-за которого он долго не мог подняться, что казалось, вздувшиеся на его лбу вены никогда не исчезнут. «Куда ты понесся?» — закричал Му Цин. «Мы вдвоем в 4 руки не смогли тебя удержать. Что это за проклятое место?» «Как будто склеп какой-то». Фэн Синь, оглядев обстановку, сказал: «Это ведь и есть склеп, верно? Да еще и разрытый к тому же. Это и есть могила советника Фан Синя. А что здесь делает его высочество Тайхуа?» Лан Цинцуни с самым радостным видом ответил: «Я слышал, что недавно на могиле советника кто-то побывал, якобы сюда пожаловали расхитители гробниц, вот и пришел взглянуть». Пришел взглянуть и в результате наткнулся на Хуачена и селяня. Неизвестно, какие мысли посетили Лан Цинцу, но у него явно не было настроения на приветствие и объяснение. Он уставился на принца и спросил снова: «Это замок долголетия, который ты сделал из той серебряной маски? А позавчера ты приходил сюда, чтобы забрать маску?» Поколебавшись, селянь кивнул. Когда-то он служил советником в государстве Юньянь и всегда носил на лице маску, сделанную из редкого серебра, а точнее из полуцзиня демонического металла. Маска скрывала его лицо, но помимо этого обладала настоящим чудесным свойством, отражала любое магическое воздействие и являлась защитным артефактом. После смерти советника Фан Синя маска стала погребальным предметом, который был похоронен вместе с телом. Если уж дарить подарок, то выбрать нужно что-то чрезвычайно ценное и для себя. Селянь долго ломал голову и, наконец, вспомнил, что когда-то владел таким сокровищем, причем весьма полезным, ведь оно множество раз помогало ему. Принц обожал свою маску, только вот, выбираясь из гроба, не взял ее с собой.
Поэтому пришлось среди ночи поспешить на могилу советника Фан Синя, раскопать собственный склеп, достать маску, затем расплавить ее и перековать в замок долголетия, обладающий защитными свойствами. Остальные слушали с весьма странным выражением лиц. Все же никто и никогда не приходил проведать место захоронения советника Фан Синя, трава здесь выросла высотой в несколько чи, да и Селянь не удосужился здесь прибраться. Но это еще полбеды, ведь он разрыл собственную могилу, никому бы и в голову не пришло учинять подобное. После неловкого молчания Селянь заметил выражение лица Лан Циньцу и пояснил: «Маску я взял не из твоего дома, я сделал ее из демонического серебра, которое укротил лично, и если бы маска принадлежала императорскому роду Юньянь, Селянь ни за что бы не пожелал использовать ее в качестве материала для подарка Хуачину». Также принц не знал, что Лан Циньцу наблюдает за могилой советника, ведь он считал, что тот закопал его и забыл. В противном случае Селянь, по крайней мере, разровнял бы разрытую могилу и не потревожил бы Лан Циньцу, которому не пришлось бы являться сюда. Тот застыл и гневно выкрикнул: «Вообще-то я не спрашивал с тебя этого». Хуачен бросил в сторону юного бога войны прохладный взгляд, и лицо Лан Циньцу настороженно посуровело. Ну а Селянь, поглядев на серебряный замок, вдруг нахмурился, словно о чем-то вспомнив. Он встретился взглядом с Лан Циньцу и увидел в его глазах то же самое выражение. Разумеется, от Хуачена это не укрылось, тот спросил: «Проблема в замке долголетия?» «Ваше Высочество, ты ведь понял, что это такое?» Селянь действительно нашел разгадку и осознал, в чем же тут дело. Просто не знал, как об этом сказать. Однако Лан Циньцу с помрачневшим лицом сказал за него: «Это он сам». «Что это значит?» Холодно переспросил Хуачен. «Циньцу?» Поспешно выкрикнул Селянь. Лан Циньцу бросил на него взгляд, но все же продолжил: «После пира чистого золота я принес его сюда». «Не надо», — сказал Селянь. Посмотрев на него, Лан Циньцу замолчал, должно быть, сам не зная, что сказать далее. Но пусть даже он не продолжил рассказ, остальные смогли догадаться обо всем сами. После трагедии на пиру чистого золота принц государства Юньянь, Лан Циньцу, пленил советника Фан Синя и ради мести заколотил его в гроб, проткнув сердце гвоздем из персикового дерева. После чего запечатал в склепе в пустынной местности, чтобы никто не мог прийти сюда и поклониться ему. Разумеется, никто и не собирался этого делать. Но тогда же кровь, вытекшая из груди Селяня, запачкала маску из серебра, что стало погребальным предметом. Благодаря ци демонического серебра эта кровь, даже покинув тело принца, до сих пор оставалась живой. Ну а Селянь явился сюда днем ранее, раскопал собственную могилу, достал маску и выковал из нее замок долголетия. Кровь из маски, разбуженная им, вознамерилась вернуться в его тело. Вот почему ни Хуачен, ни сам принц не обнаружили ничего подозрительного даже после многократного осмотра. Просто потому, что причина странности крылась в самом Селяне, в его собственной крови. Разумеется, выяснить это лишь по пульсу было невозможно. Хуачен шевельнулся, а Селянь, не видя выражения его лица, поспешно остановил: «Сань Лан, Лан Циньцу убил принца ради мести, ведь прежний правитель государства Юньянь действительно погиб от руки Селяня». И когда советника Фан Синя несколькими гвоздями заколотили в гроб, месть свершилась. Селянь тяжело задышал, сердце вновь охватило болью, и он не сдержал сдавленного стона. Хуачен вновь взволнованно нахмурился. «Ваше Высочество», видя побелевшее как бумага лицо Селяня, Лан Циньцу поколебался мгновение, но спросил: «Я могу чем-то помочь?» Селянь знал, какие мысли посетили Лан Циньцу в силу его характера, и поспешно произнес: «Нет, нет, Циньцу, твоя помощь не требуется. Это тебя не касается, ты тут ни при чем. Я сам поступил неосмотрительно. Ты можешь остаться в стороне». Му Цин тоже подумал, что присутствие здесь Лан Циньцу, жертвы и убийцы в одном лице, поистине неуместно, и сказал: «Верно, вашему Высочеству Тайхуа не стоит о нем беспокоиться, возвращайтесь». Помолчав, Лан Циньцу ответил: «Хорошо». Однако, несмотря на такой ответ, Лан Циньцу все же не ушел. Впрочем, остальным было не до него,
потому что Селянь от боли вновь готов был кататься по земле. Но, как назло, даже в таком состоянии он крепко обнимал Хуачена, отказываясь отпускать. Фэн Синь вскрикнул: «Сначала разберемся с этой проблемой». «Ваше Высочество!» «Что с тобой?» Селянь только что барахтался от боли, но вдруг раздался отчетливый треск, и он вдруг затих, упал в объятия Хуачена, весь покрытый холодным потом, и перестал шевелиться. Хуачен крепко обнял его и прошептал: «Ваше Высочество, все хорошо. Теперь не болит». Тут все заметили, что демон сжимает в руке растертые в порошок серебряные обломки. Ну а драгоценный замок долголетия, висевший у него на груди, исчез. Стоит лишь уничтожить замок долголетия, и кровь из сердца Селяня, затронутая его демонической ци, разумеется, тоже постепенно успокоится. Поэтому Хуачен взял замок в ладонь, легонько сжал, и украшение сломалось. Дыхание принца понемногу выровнялось, он повернул голову и увидел, как сквозь пальцы Хуачена посыпался искрящийся серебристый песок. Затем встретился с ним взглядом, по какой-то причине вновь ощутив легкую боль в сердце. «ГМ», — проговорил Селянь, — «не болит». Наконец, избавившись от проклятия, Селянь попрощался с Фэн Синем, Му Цином и Лан Цинцу, и вместе с Хуаченом медленно направился в сторону призрачного города. Они шли плечом к плечу, и весь путь лицо принца горело жаром. Все из-за Фэн Синя и Му Цина. Только что, перед тем, как их пути разошлись, Фэн Синь стер пот со лба и все же не удержался от вопроса: так почему же все-таки, стоило его высочеству увидеть собирателя цветов под кровавым дождем, с ним происходило такое? Что не так с этой сердечной кровью? Она намеренно заставляла тебя страдать. Сам Селянь прекрасно знал, в чем причина, и потому сразу же сказал: не стоит углубляться в эту тему, это еще почему? С подозрением спросил Фэн Синь. А что мы будем делать, если подобное повторится? Нужно разобраться во всем до конца. Ты даже этого понять не в состоянии. Хмыкнул Му Цин. Эта кровь вытекла из его тела много лет назад, а вернувшись, привыкла не сразу, вот и расшалилась. И если бы его сердце было спокойно, как вода, подобно древнему колодцу, в котором не бывает волн, то все бы обошлось, но если сердце принца вело себя неспокойно, при малейшем волнении кровь начинала закипать, вызывала невыносимую боль, снова и снова возвращая в момент, когда ему в грудь вонзился деревянный колышек. Селянь теперь не решался даже смотреть на Хуачена, принцу казалось, что он опозорился перед ним на всю оставшуюся жизнь. Ведь получается, стоит ему бросить хоть взгляд, допустить лишь мысль о Хуачене, и он не в состоянии сохранить спокойствие, поэтому ему было больно до такой степени, что хотелось кататься по земле. Стоило Селяню подумать об этом, и его сердце снова начинало бешено биться в груди. К превеликому счастью, теперь, как бы быстро оно ни стучало, больше не болело. Неожиданно долго молчавший Хуачен заговорил: «Ваше Высочество». «Что?» — немедля отозвался Селянь. «Сколько времени ты провел в той могиле?» Селянь застыл, но ответил: «Уже не помню». Просто очень, очень долго, так долго, что не хотелось считать. Боль, голод, потеря крови, галлюцинации. Вначале он не двигался, потом все же не выдержал и принялся бешено колотить по гробу, чтобы выбраться наружу. Но в конце концов все же смирился и позволил себе погрузиться в бескрайнюю тьму. Боль от сотни ударов мечом, когда казалось, что после нее он больше не вернется к жизни, была сильнее. Но эта боль, тупая, ноющая, тянулась бесконечно. Принц вздохнул, и Хуачен сразу заметил это: «Что такое, Ваше Высочество?» «Еще болит?» Селянь покачал головой, помолчал и тихо произнес: «Ох, Сань Лан, прости». Хуачен удивился: «Почему ты просишь у меня прощения?» Помявшись, Селянь сказал: «Ведь сегодня же твой день рождения, я хотел, чтобы ты как следует его отпраздновал, но мы целый день промучались в поисках избавления от проклятия». Он ведь рассчитывал дождаться хотя бы окончания праздника, но все же не выдержал. «Даже подарок, что я для тебя приготовил, пришлось уничтожить, чтобы исцелить меня». И к тому же Хуачен разбил его собственными руками. Селянь вспомнил все от начала до конца,
и ему показалось, что этот день прошел хуже некуда. Он даже представить не мог, в каком настроении пребывал Хуачен. Но тот мягко произнес: «Ваше Высочество». Он остановился и добавил: «Твой подарок я уже получил». «Что?» Замер Селянь. «Только не говори, ты для меня самый лучший подарок, или что-то вроде того, иначе стыд станет вовсе невыносимым». Внимательно посмотрев на принца, Хуачен улыбнулся. «Ваше Высочество, ты сказал, что пусть даже тебе больно, ты все равно хочешь меня увидеть. Даже несмотря на такие страдания, ты не покинешь меня». Он шепотом добавил: «Я очень рад». Вспомнив, как плачевно он выглядел, когда вцепился в Хуачена и говорил это, Селянь тихо кашлянул и захотел с притворной небрежностью закрыть ладонью лицо. Но Хуачен вдруг притянул его к себе и заключил в крепкие объятия. Принц застыл, прижатый к его чуть содрогающейся груди, и услышал его уверенный голос. «Правда», — сказал Хуачен, — «я очень рад». «Я тоже очень рад», — подумал Селянь. Спустя сотни лет долгого ожидания, как бы ни было больно, Хуачен тоже ни разу не задумался о том, чтобы отказаться от него. И Селянь был рад больше всего, когда понял это. Они крепко прижались друг к другу, и Хуачен произнес: «Только, несмотря на то, что я очень рад, все же я больше не хочу, чтобы тебе приходилось терпеть такую боль». Они вдвоем вернулись в призрачный город, где демоны целый день не находили себе места от волнения. А когда все увидели Селяня и Хуачена, то суматоха тотчас же обернулась ликованием. Хуачен, по-прежнему не удостоив демонов и фразой, вместе с Селянем вернулся в храм Тысячи Фонарей. Однако, оказавшись внутри, они обнаружили, что в храме прибавилось немало вещей. «Кто принес это сюда?» — спросил Хуачен. Селянь принялся осматривать вещи по одной, предположив: похоже на подарки. «Это должно быть от ее превосходительства, повелителя дождя, какие свежие овощи. А это от Цинсюаня. Ладно, это наверняка подарил генерал Пэй». Осматривая свертки, принц радовался все больше и с довольной улыбкой сказал: «Сань Лан. Вот так праздник, все прислали подарки на день рождения его превосходительства князя демонов, ведь принц несколько дней, словно одержимый демоном, повсюду расспрашивал, что же подарить на день рождения, и пускай он не говорил, кому именно, похоже, не было никого, кто не догадался бы об этом сам». Хуачен, впрочем, не проявил к подаркам никакого интереса. «ГГ, не распаковывай, чуть позже я все выброшу. Только место занимают». Видя, что он и правда решил позвать кого-нибудь, чтобы выбросить подарки, Селянь поспешно остановил: «Давай все-таки оставим их, ведь это же как-никак выражение их сердечных намерений». «Постой, а это почему здесь, кто это подарил?» Он увидел затесавшиеся среди груды подарков приворотное зелье и пилюлю деторождения, но тут же, не зная, плакать или смеяться, выбросил их подальше, словно горячий батат. Однако Хуачен, похоже, заинтересовался подарками и сам протянул руку к одной вещице. «Хм. А это что такое?» Селянь бросился ему помешать. «Ничего хорошего». Не смотри, в конце концов, после некоторых колебаний, Селянь все-таки подарил Хуачену тот пояс, что сделал собственными руками, взамен уничтоженного замка долголетия. Едва взглянув на него, Хуачен от смеха едва не перестал дышать, несмотря на то, что демонам дышать не нужно. В конце концов, он прижал принца к себе, осыпал поцелуями и похвалой, так что принц в итоге ужасно засмущался, лег на кровать и притворился мертвым. Но еще сильнее принцу захотелось притвориться мертвым, когда утром следующего дня Хуачен и впрямь надел эту штуковину на себя и с невозмутимым видом приготовился выйти в ней из храма. Принц от одного взгляда едва не лишился чувств, тут же скатился с постели, бросился к нему и пустился уговаривать, чтобы Хуачен пообещал ему носить пояс наизнанку, показывая всем сторону без вышивки. Хуачен с большим трудом согласился, и тем самым Селянь избежал страшной судьбы быть опозоренным перед всеми за свое рукоделие. Из-за грандиозной шумихи, устроенной в день рождения Хуачена, все на свете узнали, что Селянь прямо во время праздника потерял сознание. А когда стали известны подробности,
Все на свете также узнали, что Селянь настолько без ума от князя демонов, что при виде него падает без чувств, но это уже совсем другая история.